Диана Анкудинова «Twist in my sobriety» реакция. С вами преподаватель вокала Орлеана. Ребята, привет! Сегодня, как вы поняли, снова новиночка на новиночку. Песня в исполнении Дианы Анкудиновой «Twist in my sobriety». И вы мне обязательно напишите, как вам кавер в данном случае. Понравился ли больше кавер в исполнении Дианы или вам больше нравится оригинальное исполнение этой песни. А пока я включаю видео, вы обязательно подпишитесь на канал, если еще не подписаны. И давайте будем встречаться каждый понедельник и каждый четверг у меня на премьере видео в 8 вечера по московскому времени. Будем общаться, вы можете задавать мне свои вопросы как по вокалу, так и в целом обсуждать видео, которое мы смотрим. Все, ребята, подпишитесь, а я включаю. Как-то вот, знаете, интересно, да? Но это виртуальная реальность, мы знаем. Если честно, я даже не поняла сначала, что Диана и музыканты, это они вот там вот на столе такие маленькие, под граммофоном, рядом с пластинкой крутящейся. Господи, как это круто сейчас умеют делать, это просто невероятно. НТВ просто жжет. Ну, такое придумать, такую красоту, это вообще такие лилипутики. И, ребят, я уже сразу готовлюсь к тому, что сейчас будет что-то совершенно необычное от Дианы. И какое-то новшество, наверное, я сегодня тоже пронаблюдаю. Такой интересный стиль. Смотрите, даже как Диана одета. Джинсы, либо брюки высокой талии, да, рубашка. Два музыканта на сцене, гитарист и перкуссионист, да. И, в общем-то, совершенно, конечно, неожиданный номер. Мне очень нравится вообще вот все, что происходит на этом шоу, это то, что каждый номер — это совершенно что-то контрастное тому, что мы уже слышали и видели. Это, в принципе, сама идея этого шоу в этом и заключается, да. Ну, как-то совершенно вот не ожидаешь каждый следующий номер, как же Диана его представит. И смотрите, музыканты, как актеры прям взаимодействуют, да, с Дианой уже сразу. Так я поняла, они не музыканты, они танцоры. Они танцоры, прикинувшиеся музыкантами. Да. Ну, даже, кстати, по выражению их лица, как они в позу, да, какую позу приняли, можно было это догадаться. Так, ладно, я слушаю, в общем-то, Диану. Песня конца 20 века. Не знаю этой песни. Наверное, НТВ тоже для нас открывает какие-то супер классные или напоминает нам о существовании каких-то супер классных хитов. Казалось бы, конец 20 века. Ну, это совсем недавно было, да. То есть это 99-й и начало 2000-х год, да. Ну, то есть конец 90-х. И граммофон крутится, видели, да? Это, очень круто, очень круто. Как это классно, прям вообще шок. Ребята, танцоры просто вот дополняют картинку идеально. И, кстати, голос Дианы вот в этом стиле тоже звучит. Знаете, я так каждый раз говорю, вот, это тот стиль, в котором Диане прямо надо петь. Потом такая, слушаю следующее видео, думаю, вот в этом стиле бы и тоже неплохо было бы петь и сделать программу какую-то свою. Ладно, погнали. Очень красивый стиль у Дианы в данном случае. Какие брюки у нее, такой casual стиль. Вообще, чем-то такое ковбойское напоминает, да, начало. Ну, возможно, как раз-таки и оригинальный исполнитель в таком стиле
выступал, и поэтому стилизация сделана под это. Это очень классненько, очень классненько. Брюки вот с этими такими как дырочками, да, такими крупными кружочками, очень круто смотрится. Рубашка вот с этими висюльками, тут какими цепочками, да. Хвост высокий, который сделан как такая коса. Очень красиво все, прям как это. Понимаете, я не оцениваю просто вокал, да, в данном случае, да, я прямо смотрю сразу, как это сделано номером, вообще здорово. Не знаю, музыканты все-таки настоящие музыканты или они танцоры, которые так умеют прикольно актерски прикидываться музыкантами. Какая крутая песня. Вот, а я все думаю. Песня-то простая очень. Опять же, сейчас, я не знаю, может быть, будет развитие, и там какие-то... Ну, у Дианы не может не быть развития, да, в песне. Она не может просто ровно пройти. Но начало очень простое, очень такое атмосферное. Какое-то, ну, ощущение, что ты сидишь в кафе, слушаешь живых музыкантов, которые так вот с гитарой выступают, да, создают атмосферу музыкальную, как-то без напряжения абсолютно. Ну, посмотрим, что будет дальше. Боже, какая-то красота. Вот интересно, как они это делают? Но это же не хромакей же? Или это хромакей? Основа хромакея, как у меня. Мне все время хочется куда-то в технические моменты залезть, да, ребята, вы заметили? Очень атмосферная песня, мне она сама по себе нравится. А, кстати, еще заметили, как Диана новую краску в голосе добавила, да? У нее не просто теперь вот такой вот честный, правдивый звук, какой он у нее есть обычно. Она еще добавляет туда немножко такой, как будто бы слегка пытается расщеплять этот звук. Чуть-чуть какой-то хрипотцы добавляет, сипотцы, да, то есть, чтобы вот в этом стиле звучать, ну, опять же, согласно этому стилю, более честно, да. То есть это видно, как она свой тембр немного видоизменяет для того, чтобы быть вот в этом стиле гармонично. Но это именно в манере, да, то есть она такую манеру подобрала, которая очень сильно подходит данной песне. Штрубасик, да, такой расслабляющий голос, прием. Очень классно все в низком регистре, мне нравится. Какая она классная, знаете, чем еще? Вот ее вот эти танцоры совершенно не смущают. Это все-таки такое взаимодействие актерское, да. Нужно не потеряться, нужно оставаться вот как бы в центре. То есть она центральный персонаж у нас, и она так вот по-взрослому с ними, да, взаимодействует, прямо как-то совершенно даже забывая, что ей всего лишь сейчас 18 лет. Взрослый вроде бы человек, но 18 лет сейчас для меня это кажется вообще ребенок, по большому счету. Молодец. Очень классно она держится, умница. Не представляю даже, какое там может быть развитие сейчас в этой песне. Пока что она очень вся такая ровненькая. Знаете, чем-то еще напоминает мне стиль Шаде. Тоже такой совершенно без напряга стиль, да. Ну, вот такой вот какой-то кафешный стиль, такой не вызывающий каких-то бурных, что ли, эмоций. Такой вот все растворяющийся в атмосфере.
Сейчас, скорее всего, вот у нас идет кусочек вокализика, вокализ. И, скорее всего, вот сейчас, в данный момент, после вокализа, будет какое-то развитие, выход, возможно, на высокие ноты. Если его здесь уже не будет, ну, значит, сама по себе такая песня, да, которая не предполагает такого развития. Ага, остановлю вот по 2 фразочки. Вот, пошло развитие, то самое, про которое я сейчас сказала, да, вот предполагала, что сейчас что-то должно быть такое взрывающееся. Вот Диана стала на октаву выше петь, более с таким сильным посылом, да, где-то с расщеплением, слегка с хрипотцой, как бы с таким надрывом, без которого, наверное, в этой песне было бы все очень ровно. Давайте посмотрим. О, какое классное звучание. Вот Диане вот действительно это тоже под тембр очень подходит, да. А в меру наглость, в меру культура, в меру юмор в данном номере, да. И вот смотрите, какой художественный подход. Да, профессионализм во всех отношениях просто идеал. Я не знаю. Вот, ну такая красота, просто вот эти вот сценические все эффекты. Вот эта вот виртуальная реальность, я не знаю, ну вот сумасшедшее как-то это все выглядит. Классно, классно, умница. Умницы и умники. Вот, совершенно небольшое получается развитие, и как мы уже сейчас захватили немного, сейчас снова возвращается звучание голоса в низком регистре на октаву ниже. Не знаю теперь, что и советовать, что и говорить, да, но мне вот это тоже очень нравится, как предыдущий номер. Я даже, ребят, не могу сказать, какой номер мне из вот предыдущий или этот нравится больше. Они мне оба так сильно понравились. Надо было пораньше остановить, ладно. Танцоры зажигают на табуретках, на стулья забрались. Посмотрите, что тут происходит. Да? Фантастика. Фантастика — это все то, что сейчас, ребята, происходит на сцене. Это абсолютная фантастика. Я даже не знала, что такое вообще возможно сейчас уже сделать. Вот просто вот такую красоту. С ума сойти. Вау. Все здесь круто. Все круто. Голос, костюм, декорации, партнеры по сцене. Образ, вот все идеально. Вот, а сейчас, видите, вот эта фразочка была единственная, которая сделана головным голосом Дианы. Диана перешла и головным голосом спела. Ну вот, ребята, посмотрите, как интересно получается, да. Песня достаточно ровная по голосу, по стилю. Ну вот был небольшой, да, ближе к концу такое развитие. Диана абсолютно все плотным таким звучанием спела, при этом очень расслабленным, с легкой хрипотцой, где-то штробасом добавлен, да, где-то с расщеплением, немного таким, как такое вот звучание, да, в ее глубокий тембр добавлен, штробас. И в самом конце только последняя фраза прозвучала головным голосом. В общем-то, очень гармонично, очень красиво. Ребята, ну вот мы и посмотрели с вами 4-е выступление Дианочки на шоу Must Go On. Для меня, честно говоря, это тоже был сейчас совершенно какой-то неожиданный номер. Песня мне понравилась, но она, знаете, вот как для голоса Дианы, она достаточно простая.
Там нету каких-то супер высоких нот, да, какого-то супер эмоционального, как вот может у нас Диана, какого-то эмоционального места. Нет, там есть, конечно, небольшой переход на октаву вверх, да, где она более эмоционально поет. Ну и в конце всего лишь головной голос немного. А так в целом, конечно, для нее, как вот вокальное произведение, это очень просто. Но я думаю, что здесь ставка идет не только на саму песню и на вокал Дианы, но и в целом, как преподнесен номер. Во-первых, вот эти декорации, да, ну как вот виртуальная реальность, вот не настоящие декорации, кстати, очень удобно, да. Мы просто вот взяли себе компьютерную программу и все смоделировали, да, ничего вообще не надо. Эстетическое чувство, оно удовлетворено абсолютно, да. При этом, ну как затраты? Затраты, конечно, наверное, есть на это, все-таки это тоже кто-то изобрел, и это чего-то стоит, но тем не менее, в окружающую среду не выбрасывается лишняя бумага, кстати. Да, я же очень сильно об этом, душа болит о том, что у нас совершенно не налажена переработка мусора, да, вторичные, вторсырье никак у нас не перерабатывается. Вот. Ну ладно, это вообще отдельный разговор, ребята, это я так уже просто ушла в дебри. Так, если возвращаясь к номеру Дианы, я могу сказать, что мне очень-очень понравилось. Ей этот стиль также очень подходит, да, даже теперь не знаю, какой больше подходит все-таки с теми русскими песнями, которые были в прошлый раз, или вот такой немножко ковбойский, casual стиль, да. Угу. Ну, конечно, вот голос, конечно, Дианы, он уникален еще тем, что она может абсолютно вообще разную стилистику показывать нам, да, и везде это звучит безумно красиво. Дианочка, спасибо огромное, как всегда. Потрясающий номер, потрясающий голос, потрясающее исполнение. И, ну, мы балдеем просто, мы балдеем. Не оторваться, ни взгляда не оторвать, ни ушей не оторвать от экрана, да. В общем, это просто все... Это очень художественно, это наполнено, это по высшему разряду, как говорится. Спасибо. Ребята, ну а если вам понравилось мое видео, обязательно поделитесь им со своими друзьями в социальных сетях. Это помогает развитию моего канала, я вам за это очень благодарна. Спасибо вам за то, что вы мне это помогаете делать, и мой канал растет. Все больше заинтересованных людей, зрителей приходит на мой канал. У нас такая теплая беседа в переписке, в комментариях, да. Я думаю, что вы многие можете, если вам интересно, можете это все читать и вступать в наши диалоги. Потому что я вообще, чем мне нравится делать YouTube-канал, тем, что здесь собираются те люди, в основном становятся подписчиками, которые в какой-то степени похожи на меня и которые, ну даже, может быть, если не похожи на меня, я не про внешность сейчас говорю, да, про внутренний какой-то, про внутренний мир, так скажем, да, внутренним миром похожи на меня, но которые еще и мыслят так же, как я. Да? Вот, поэтому мне очень радостно, что нас становится все больше и больше, и мы с вами можем общаться, совершенно находясь, не знаю, вообще по всему миру, в любой точке земного шара. Мы благодаря YouTube можем с вами обмениваться своими мыслями и тем самым влиять на то, чтобы на нашей музыкальной эстраде, было вот много такой красивой, прекрасной музыки, и чтобы такие таланты, как Диана Анкудинова и другие таланты, они понимали, что людям нужна такая музыка, людям нужно вообще вот это искусство, а не просто, знаете ли, 2 притопа, 3 прихлопа, да, которое уже просто вот поперек горла. Спасибо вам за то, что вы меня поддерживаете, и тем самым поддерживаете и Диану Анкудинову, и других исполнителей, которые я здесь смотрю. Ну вот, с вами преподаватель вокала Орлеана. Пишите свои комментарии, ставьте лайки, и до следующего видео на моем канале.